Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, это лето новой жизни, и мы по праву прочувствуем эту новую жизнь в это лето. Нас ждет очень много событий, хороших, плохих, интересных и не очень. Все это будет зависеть от того, как мы, лично каждый отдельный человек, на это реагируем, потому что нет хороших и плохих, в принципе, замыслов, есть то, как мы на это реагируем. Я все-таки желаю вам, как водолеям, осознанным знаком, максимально стойко и с такой ноткой водолейской легкости переживать трудности, которые будут появляться на пути, потому что новая жизнь, она всегда дается непросто. То есть мы должны где-то показать свою сложность, где-то должны показать свой интеллект, креатив, где-то должны показать, например, свою легкость, что мы на это вообще никак не реагируем, и тогда мы спокойно проживаем те или иные трудности, решаем вопросы и проблемы, да. Ну что, дорогие, готовы? Это гороскоп по декадный. И да, водолеи первой декады – это те, кто родился в январе, водолеи второй декады, кто родился с 1 по 10 февраля, и водолеи третьей декады, кто родился с 11 февраля и до знака зодиака рыбы. Да, ребят, почему по декадам? Потому что как работает все для водолеев первой декады, будет совершенно работать для водолеев третьей декады. Я надеюсь, вы это очень хорошо понимаете, поэтому и разнятся гороскопы. Водолеи второй декады — это тоже совершенно другие люди, потому что у вас управители, в принципе, я бы так сказала, задействованы уже соседние знаки зодиака. И да, водолеи первой декады, конечно же, у вас много ответственности, много еще Сатурна, Козерога, да, когда вы понимаете, что если вы начали, надо доделывать до конца. Здесь такая львиная доля ответственности за близких. И здесь, конечно же, вами такие более долгие эмоции вами движут. Водолеи второй декады, вы прям вот водолей, в вас очень много легкости, вами по большей части управляет только Уран. И здесь, конечно же, очень много креативных личностей, очень много творческих личностей, да. Здесь немножко не хватает заземления, как, например, у водолеев первой декады, да, иногда хочется сказать: остановитесь, подумайте, но нет, вы то там, то здесь, и это такой воздух, везде объять необъятно, и очень сложно порой бывает остановиться. Водолеи третьей декады уже так немножечко отсылочка к рыбам, да, то есть уже другие настроения, уже не такие бешеные скорости уранистические, да, как у водолея второй декады. Здесь, конечно же, у вас более такая легкая волна, творчество, креатив — это тоже все про вас, но вы, конечно же, других людей уже чувствуете сильно, уже такой более эмпатичный такой характер. Поэтому, да, все водолеи разные, естественно, еще все зависит от того, в какой день вы родились, ну и кармические задачи у водолеев январских значительно отличаются от водолеев февральских. И я надеюсь, ребята, вы все это сами понимаете, поэтому по декадам это все именно так и работает. И да, у нас уже на небе очень, я бы так сказала, в эту весну случилось множество событий. Мы сейчас продолжаем жить в этом всем. У нас буквально недавно еще и Сатурн поменял знак. На днях 10 июня Юпитер поменял знак. И из Близнецов вошел в Рака, когда хочется нам иметь больше, да, в своей жизни, чем у нас есть. Это и социальный статус, и семейное положение, и уют, и дом, и увеличить свою семью, обзавестись потомством. И эта история очень даже классная, эта история очень даже интересная. У водолеев она тоже обязательно сыграет. И, конечно, кто-то скажет: нет, не хочу, хочу быть свободной. Это такое водолейское, особенно у водолеев второй декады, я не хочу ни за что не отвечать. Прям где очень много урана, где вот я сам себе ребенок креативный, творческий, гениальный, оно так и есть. Но необходимо иметь тоже грани, да, поэтому буду рассказывать про грани каждых планет, как они реагируют, как мы реагируем на них. И, конечно же, как сконвертировать все минусы в плюсы, потому что даже сейчас
у нас на небе, у нас уже Марс в квадратуре с Ураном, да, это история, когда нам хочется встать, выйти агрессивно, мощно, напряженно и не посмотреть, как это совершенно выглядит извне, да. Очень сейчас такие сложные вот эти настроения у водолеев третьей декады. Уран катится последним градусом Тельца и делает квадратуру к Солнцу водолеям третьей декады. Поэтому да, ребят, в вашей жизни сейчас очень много и резко все меняется, обнуляется, и это уже не первый день и месяц, и всю весну это длится. Даже я бы сказала, не просто всю весну, прошлый год, позапрошлый год, то есть с накатами то плюс, то минус, да, все зависит от фазы движения Урана. Поэтому, ребята, водолеи третьей декады, скоро закончатся вот эти вот такие мощные волнения. Сейчас пока вас потрясет, это, конечно же, можно наделать на этих эмоциях как раз-таки очень много необдуманных действий, за которые можно переживать. Поэтому здесь не жестите, здесь аккуратнее, думайте. Очень сложно сейчас водолеям третьей декады в личной жизни, в работе, потому что всегда, когда сыпется одна сфера жизни, вторая, естественно, автоматически тоже выпадает, да, потому что все здесь зависит, от всего вот этого у нас зависит наш социальный статус. И мы, даже как мы не говорили, что штамп в паспорте это всего лишь штамп, но это отношения, которые есть в нашей жизни, они тоже попадают под это влияние. Поэтому, дорогие водолеи третьей декады, до конца месяца это напряжение будет. Потом, правда, Уран войдет в соединение с Венерой, да. То есть и сейчас вот как хорошо бы скомпенсировать это напряжение, это в работе, наоборот, преодолевать задачи сложные, креативные, нестандартные. По крайней мере, пока Уран 7 июля не поменяет знак и не войдет в Близнецы. И там уже станет полегче. Это водолеи третьей декады, водолеи первой декады. У вас, наоборот, очень прекрасное настроение. Вы прям ждете, потому что у вас трин Урана к Солнцу будет. А это когда открывается очень много возможностей в работе, возможности изменить свое будущее. То есть, если это работа, то это какие-то новые креативные, творческие, дизайнерские проекты, что-то из этого, да, не все сразу. Все зависит от сферы, в которой вы работаете. У водолеев первой декады здесь еще, конечно же, и Сатурн, и Нептун делают потрясающий секстиль к Солнцу водолеям первой декады, поэтому здесь у вас еще и планомерность, потому что Сатурн дает плановость движения вперед, и вот как раз таки ждали, когда что-то будет вас подстегивать, действовать и контролировать, да. Ребята, вот у нас до 1 сентября будет как раз таки Сатурн в Овне и будет делать прекрасный секстиль к водолеям первой декады. Ребята, действуйте, не тормозите, потому что Сатурн в гармоничном аспекте — это когда вы составили себе план и вы четко по нему действуете, хоть по маленькому шажочку каждый день, и вы понимаете, что так, каждый день по ступеньке. И все сложные дела, и вам даже будет казаться, что как-то все сложные дела начинают очень быстро решаться и делаться, потому что вы просто разграничили планомерность. И да, здесь Нептун точно так же в секстиле к Солнцу, водолеев первой декады. Это, конечно, творческий подход, креативность, дизайн. Здесь, возможно, захочется переехать, здесь захочется, возможно, обзавестись потомством, потому что Нептун — это планета на гармоничных аспектах, благоприятной беременности, в том числе, если вы женщина, водолей первой декады, ну или мужчина, значит, у вашей второй половинки как раз-таки будет эта возможность, если вы планировали. А если не планировали, то вы посмотрите гороскоп и, возможно, удивитесь. Такое тоже есть. Нептун — это про любовь в хорошем аспекте, встретить своего человека на таких приятных началах. Но здесь еще и Плутон идет по водолею первой декады, да, и делает такое соединение. И это однозначно всегда про трансформацию. То есть, когда вы идете в работе вверх, когда вы меняетесь в отношениях, когда вы начинаете нечто новое, для водолеев первой декады вообще прям название этого гороскопа очень четко подходит. То есть новая жизнь, она вот прямо она здесь на пороге. И сейчас скажу самый главный и основной, ребята, момент, когда мне пишут: я все жду,
чтобы гороскопы сбылись. Мне мало так пишут на самом деле, но не наступает. Ребята, для того, чтобы все то, что я сейчас в гороскопе говорю, наступало, надо делать. А когда мы сидим, ждем и понимаем, так, в июне у нас по плану работа, смена работы, обретение хорошей, более денежной, финансовой, кстати, Водолей в первой декады так и есть. Если не искать работу, то работа вас сама не найдет. Но, может быть, найдет то, что вам не очень нравится. Нужно хотя бы намерение иметь, и резюме свое везде разместить, да, хотя бы в кадровое агентство позвонить, контакты свои оставить, что вы ищете. То есть нужно пойти навстречу событиям, чтобы они случились. Если вы хотите обзавестись семьей второй половинкой, то здесь нужно как минимум ходить на свидания, быть активными в этой сфере. Я надеюсь, здесь всем все понятно, да? Потому что когда мне пишут, говорят, я все жду денег, а денег нет. Ребят, надо действовать, да, особенно если вам 30 плюс, деньги просто так не придут. 35 плюс, еще в 30 могут, 32, 33, а после 35 плюс уже вот на такой удаче не срабатывает. Это нужно честно понимать, да, я надеюсь, здесь розовые очки все сняли. То есть я не скажу, что всем по квартире. Вариант покупки квартиры есть, но, ребят, для того, чтобы это сделать, купить квартиру, неважно как, в ипотеку, не в ипотеку, нужно постараться, как минимум предложение поискать, посмотреть саму квартиру. Ну, то есть вы понимаете, какую работу нужно проделать. Естественно, она не оплачиваемая, но если вы заинтересованы, то вероятности летом это сделать есть у водолеев первой декады. Не скажу всем по квартире, нет. Кому надо, тот этим и займется. Вот так работает гороскоп, взрослый, адекватный. Поэтому, ребят, давайте без розовых очков, а честно по-взрослому. Водолей второй декады. Сейчас обязательно скажете, что я вас как-то не люблю. Ребята, люблю. Люблю, просто у вас нет таких очень мощных, ярых пока аспектов. Это не говорит о том, что вы люди какие-то плохие, вообще нет. Просто у вас сейчас есть такой моментик, он достаточно, возможно, будет неприятный. Лилит подкатывается ко второй декаде Скорпиона, да, значит, будет делать квадратуру солнышко Водолеев второй декады. А это всегда, когда Лилит проходит по Солнцу, это всегда проверка нашей гордыни, проверка наших страхов, амбиций, нашего я, нашего эго. То есть кидать может по-разному. Любые ситуации жизненные, за которые сферы жизни мы беремся, в которых хотим реализации, и реализации не получалось. Так вот, Лилит здесь про это, и как раз таки будет все лето. Водолеи второй декады, вы будете разбираться вот со своими страхами, переживаниями. Особенно посмотрите, откройте свою натальную карту, где у вас находится Лилит, в каких домах, то есть где максимально вы уязвимы. То есть где у вас такое большое количество страхов, потому что мы всегда там, я открываю натальную карту и говорю, у вас проблема там Лилит в 8 доме, очень много страхов, связанных с деньгами, очень большими деньгами, заработком денег, то есть нет, да не бывает, я вообще... Начинает человек разбираться, как предки работали, кого раскулачивали, то есть вот такая история. Или же про любовные отношения приходит человек и говорит, спрашивает, у меня в любви не везет, вот как так? Я говорю, у вас очень много страхов, Лилит в 5 доме. Про любовь здесь история, поэтому здесь не складывается ни любовь, сложно построить семью, родить детей, потому что в голове, то есть нужно разбирать все вот эти страхи, сами себе не даем туда идти. И здесь реально просто открывайте свою натальную карту, вбиваете свою дату, время, место в браузере, либо пишите, оставляйте в комментариях к этому видео свою дату, время, место Водолея второй декады и вопрос, где находится Лилит в моей натальной карте. Напишу, расскажу, если еще Лилит связана с какими-то планетами, расскажу, где нужно максимально копать. Потому что вот сейчас, на данный момент времени, у нас на именно сегодняшний день Лилит стоит в оппозиции с Венерой, да, то есть начинает сходиться точная оппозиция, и, конечно же, это все влияет на Водолеев второй декады в том числе, и у нас история с Лилит будет работать периодически. Лилит с Венерой, Лилит с Меркурием, и эта история
Я не скажу, что она такая прям напряженная. Нет, это просто когда мы видим свои страхи в лицо, мы понимаем, что теперь не наши страхи нас контролируют, а мы имеем над ними контроль. Понимаем, что в каких ситуациях мы идем дальше, мы знаем, что мы можем пасануть, но мы останавливаемся, дышим, принимаем взрослое решение, которое нам сейчас уместно в нашей жизни, и идем дальше. Да, страшно? Всем страшно, ребята. Всем страшно, кто поднимается на новый уровень, а вы, водолеи второй декады, на новый уровень-то уж точно собрались. Это я уж точно вам скажу. Поэтому, как говорится, нужно в своих вопросиках разбираться. Поэтому здесь у вас, ребята, вот такая история. Водолеи третьей декады, конечно, штормит Уран, разваливается все старое прошлое. Сейчас так вообще еще очень много на агрессивном аспекте с Марсом может это быть все так агрессивно и не очень приятно, особенно в работе, особенно будьте аккуратны за рулем, кстати, это очень такой травмоопасный аспект за рулем. В конце месяца будьте аккуратны в отношениях, потому что Венера будет с 27 июня по 11 июля, будет как раз-таки в соединении с Ураном, и это в любовных отношениях, когда нам захочется встать и выйти. Если же в это время вам захочется потратить очень много денег, будьте аккуратны. Деньги, потраченные на таких аспектах, они очень импульсивно тратятся и так бесконтрольно. И после этого периода всегда приходит такое разочарование, так как у нас еще июль очень насыщен на аспекты. Будьте просто аккуратны и имейте счет и контроль. Самая классная проработка аспектов Урана, то есть бесконтрольных быстрых скоростей, это контроль и ответственность, да, когда мы четко понимаем, куда у нас тратятся силы, на что силы, деньги, финансы, наша энергия и тому подобное. И да, ребят, у нас буквально на днях было полнолуние было в Стрельце, такое достаточно яркое, достаточно активное. У нас и Юпитер поменял знак, и вот мы вот с этим настроением, Юпитер в квадратуре с Сатурном, будем, между прочим, ваш второй управитель Сатурн, будем до конца месяца жить, весь июнь в этой истории. Достаточно, недостаточно? Хочу ли я больше комфорта или мне и так пойдет? Какой я хочу социальный статус, масштаб развития? Или вот здесь вот так скромненько? То есть здесь нет хороших и плохих, здесь только то, что нам в принципе хочется самим. Понятно, водолеи хотят ярко с огоньком, но водолеи тоже все разные. Все зависит от начинки натальной карты каждого отдельного человека. У кого-то может быть очень сильный и мощный Сатурн, да, и здесь история вообще, то есть водолей, может, кто родился в первых числах водолея, в первых градусах, то здесь, конечно же, еще очень много от Козерога, и Сатурн там сильный, и, может быть, водолейские вот эти все легкие движения, просто какой-то такой где-то отголосочек где-то там, да, поэтому скажу я вам так, что водолеи все могут быть очень разные, да, я думаю, вы меня здесь все креативные такие собираетесь и смотрите. Ну что, ребят, от полнолуния до нового лунного цикла, который запустится у нас 25 июня, да, у нас будут такие 2 недели, я бы так сказала, подумать, да, потому что сейчас мы еще движемся с вами на аспекте Венера в квадратуре с Плутоном. Здесь водолеи первой декады будьте аккуратны в отношениях, не наговорите лишнего, да, водолеи третьей декады будьте аккуратны на работе, за рулем. Водолеи второй декады, ребят, скажу, что у вас еще и Лилит не дошла, да, просто стройте качественную коммуникацию, в любовных отношениях не пылите, потому что Венера будет идти буквально скоро, ну, в середине месяца будет идти, она с оппозицией с Лилит идет, будет идти по второй декаде Тельца. Здесь, конечно же, накал может быть тоже в отношениях, не говорите лишнего, потому что, в принципе, на поверхность-то будут
будут выходить только страхи, переживания, амбиции нереализованные. Если захочется, кстати, Водолей второй декады резко поменять имидж, стиль, не очень хорошая идея в июне, потому что Венера, когда в оппозиции с Лилией, то мы на основании страхов, например, ну, хочется как-то, не знаю, изменить резко цвет волос, да, чтобы как-то заметили. Почему? Желание, чтобы нас заметили, это нежелание остаться в одиночестве, да, то есть это же тоже такое состояние от страха, да, поэтому здесь почему хочется поменять цвет волос? Потому что объективно вам так красивее, вы себя так комфортно чувствуете, или вот просто надо вот, чтобы заметили, или там, например, какой-нибудь яркий, резкий, то есть это водолейская тема, очень хайповая была в интернет несколько лет назад, то есть там рассказывали молодые астрологи, что нужно менять цвет волос, это водолейская тема, быть яркой. Но на самом деле, когда очень сильно ярко меняется цвет волос, это недостаток эмоций. Поэтому здесь бы классно быть разносторонним водолеем, чтобы эмоций было очень много. А если вы водолей, который всегда сидите дома, это как минимум странно, потому что водолей это не домашняя птица. То есть это персонаж, который постоянно в тусовках креативных, научных, исследовательских, развлекательных. То есть это постоянно что-то творить, креативить, встречи, знакомства, связи, контакты. То есть это истинный водолей, неважно какой декады. То есть ваше солнце питается от этих энергий, да. И здесь, конечно, скажу, что менять имидж водолеем второй декады в этом июне так себе. В любовных отношениях что-то новое привносить. Очень хорошая, кстати, история, очень интересная, очень почву, фундамент как раз-таки построит для хорошего взаимопонимания. Разберетесь со своими страхами, со страхами второй половинки, очень будет даже хорошо, да, это очень полезно, это очень классно. Если в работе какие-то творческие, новые, креативные проекты, попробуйте, но не рубите сгоряча. Попробовать это всегда нормально, потому что все равно нам придется все это делать и начинать все сначала, что-то новое начинать, да, кого-то может пугает, но водолеев нормальных не пугает начинать сначала, да, водолеи любят новизну, да, поэтому здесь, конечно же, захочется в июне что-то новенькое, да. Кстати, 21 июня у нас летнее солнцестояние. Традиционно Солнце переходит в 1 градус Рака. Солнце будет в соединении с Юпитером. Очень хорошие аспекты, между прочим, водолеи. Хорошие аспекты для вас. Очень много осознаний у водолеев будет. Третьей декады. Очень хорошее будет для вас время, ребят, поэтому здесь как раз-таки все мысли, которые будут в вашей голове, изобретательность, действие, записывайте, будет хорошо, да. Водолеи второй декады точно так же водолеи первой декады будут слегка так напряжены, да, потому что здесь очень много таких вот аспектов будут идти от Плутона и, ребят, самое скажу, что важная история – это коммуникация, потому что у нас в этом году летом ретроградный Меркурий будет не в августе, а в июле. Я вот сейчас буквально закончу июнь, и мы перейдем в июль, и ретроградный Меркурий будет во Льве, то есть будет делать оппозицию водолеям, всем водолеям. Поэтому, ребята, постарайтесь максимум комфортной коммуникации произвести в июне. Договориться, сделать, закрыть какие-то проекты, старые, прошлые, построить какие-то новые связи. В общем, подписать бумаги на таких приятных, лояльных эмоциях, когда нет каких-то таких отягощений, потому что Меркурий, он вот буквально на днях откатится от квадратуры Нептуна и Сатурна, да, уже к выходным не будет ничего, 14-15 не останется, и будут прям гармоничные аспекты Меркурия, когда хорошо договориться, хорошо подписать бумаги. И это нормальная такая история, потому что июль очень перегружен, ребят, да, вот. И что, у нас следующий отрезок
нашей жизни. Это 25 июня, это начало нового лунного цикла. Новолуние у нас в Раке, это Солнце в соединении с Луной, с Юпитером, при этом в квадратурах с Сатурном и Нептуном. Да, скажу, что еще в этот момент у нас начинает сходиться как раз таки, да, заканчивается июнь, и у нас Меркурий становится в оппозицию с ретроградным Плутоном, который в Водолее, поэтому здесь коммуникация начинает уже напрягаться, то есть с 25 июня, ребят, поэтому время свое планируйте для того, чтобы максимально комфортно все успеть и сделать как хочется в договорных отношениях. Потом просто здесь, когда Меркурий в оппозиции с Плутоном, уже коммуникация пойдет посложнее, потяжелее, не полегче. Когда нужно вырывать то, что хочется себе, нужно это отвоевывать, можно так сказать. А как еще с Плутоном? По-другому никак с Плутоном, да? И вот, ребят, новый лунный цикл. Скажу, что он у нас будет достаточно продуктивный, и эмоции будут нас накрывать. И ощущение ответственности, что надо выстоять. Будут меняться события, новостные повестки, ленты тоже. То есть это у нас новый лунный цикл с 25 июня. И так мы плавно переходим в июль, то есть этот лунный цикл будет нам реально освещать весь июль. Ну и, конечно же, у нас с этого новолуния начинает сходиться соединение Венеры с Ураном, поэтому, конечно же, нас в наших осознаниях и движениях вперед будут, конечно же, в наши отношения личные нас подкашивать, да, то есть вот где тонко, там рвется, как говорится, вот свои отношения берегите, понимаете, потому что наши любимки — это те люди, которые терпят все наши креативные идеи, наши какие-то затеи, наши дела, то, что где-то мы когда-то не реализовали и вспомнили, и нам сейчас захотелось, да, поэтому вот такая история, ребят. Не скажу, что как-то вот оно плохо, все решим, совсем разберется, не такие фатальные аспекты, как, например, осенью 24 года, если вы меня смотрели. И вот он июль, ребят, точное соединение. Очень такой мощный день, 4 июля, Венера в соединении с Ураном, я бы так и назвала это день рвущихся отношений, плюс-минус по денечку накидываем, все в зависимости еще, конечно, в какой части планеты вы живете, но плюс-минус день-два, да, когда, как обычно, накатывает, и потом еще послевкусие остается от резко сказанных слов. Будьте аккуратны, вот здесь будьте аккуратны в любви, в отношениях, говорю это всем водолеям, потому что Уран ваш основной движущий управитель, да. Идем дальше, и да, у нас 5 июля Нептун уходит в ретроградное движение. Не скажу, что как-то это будет плохо, но он последний раз в наших с вами жизнях уходит в ретроградное движение. Мы в своей жизни больше не узнаем Нептуна в рыбах, то есть он уходит в ретроградное движение, и до 22 октября он будет еще в Овне, и вот только 22 октября перейдет в рыбы, и то есть это последний отрезок времени, он до 27 января 26 года будет находиться в рыбах, и все. И потом на нашей с вами памяти вот такого максимально творческого Нептуна уже не будет. Нептун потом у нас будет в Овне, и это такой момент на десятилетие, где нам нужно будет научиться вот свои вот эти эмоции, которые очень яркие, быстрые, ну то есть это уже Нептун приобретает такую овновскую агрессивную энергию, да, то есть наши эмоции станут гораздо агрессивнее, да, но вот эта творческая агрессивная эмоция будет очень хорошо помогать водолеям первой декады, поэтому, ребят, креативные проекты, творчество, дела, все, что в самом начале видео рассказывала про Нептун, делайте, но эмоционально штормить будет и людей, которые рядом с нами находятся, поэтому делайте снисхождение, если понимаете, что кто-то немножко не в балансе, да. Следом у нас 7 июля Уран меняет знак, из стабильного Тельца выходит в совершенно нестабильные Близнецы. Про что Близнецы? Средства массовой информации, интернет, это если Близнецы и
Уран, да, то есть Уран в Близнецах, это средства массовой информации, интернет, коммуникация, связи, транспорт, то есть наша коммуникация во всех пониманиях этого смысла, да, то есть наши контакты, наши близкие, наше окружение, то есть это когда вот был наш вот такой стабильный, комфортный мир, а сейчас он станет совершенно другим, он станет нестабильным. Помните, мне говорили, когда же все изменится, станет по-другому, по-новому, вот оно начнет меняться. И это последнее. На нашей с вами памяти будет ингрессия Урана в Близнецах. Почему я говорю на нашей с вами памяти? Потому что много лет должно пройти, чтобы он опять встал в это же положение. И мы просто, я думаю, не проживем столько времени. Вот и все. Наши дети, внуки будут еще застанут этот момент, а мы уже нет. Поэтому я так говорю, не для устрашения момента, а для понимания цикличности движения планет. Так вот, вот он, новый мир наступит, да, то есть, понимаете, да, сейчас у нас с вами как будто мы завершаем вот такие все старые прошлые дела, и сейчас, конечно же, у нас в июле 7.07 начнет меняться мир, коммуникация, связь, движение, образовательная сфера в том числе. Сказать, что мы к этому готовы, я скажу, что мы к этому не готовы. Как мы будем на это реагировать? По-разному. Будет нам это нравиться? Не будет. В основной своей массе, потому что если мы в возрасте 35+, мы привыкли жить по старинке, мы привыкли жить с аналоговыми сигналами, мы привыкли жить вот в старом комфортном мире. Это объективная правда. Молодежь не знает, как на это реагировать, потому что их никто не научил. Поколение их родителей на такие изменения реагирует. Сказать, что мы как-то не выживем, мы выживем. Все будет хорошо, просто мы научимся жить по-новому. Да? Сначала будет, возможно, не нравиться, кому-то будет прекрасно, отлично, кто-то любит жить в условиях нестабильности. И это по-разному. Чем быстрее мы приспособимся, тем будет лучше. Но я не скажу, тем не менее, что июль будет какой-то очень сложный. Напряженный, да, потому что здесь активны и Уран, и Плутон. Плутон активизируется к концу лета, естественно, да, потому что уже как бы вот закрыть наше вот понятие, что мы уже выживаем, мы уже договариваемся, мы уже берем все в свой контроль, да, потому что Уран это планета бесконтрольная, то есть не любящая контроль, а Плутон это планета вот тех людей, кто любит все контролировать, и отпустить этот контроль это сложно, это невозможно, поэтому все равно придет Плутон и скажет, так, надо взять под контроль, надо это сделать, и все будет нормально. Но поэтому да, Уран в ретроградное движение у нас будет уходить в сентябре, то есть буквально у нас 2 месяца он будет в Близнецах. Мы на 2 месяца попробуем на вкус вот эту историю. В сентябре он пойдет в ретроградное движение на 2 месяца. 7 ноября он выйдет из Близнецов, войдет опять в Тельца. И мы посмотрим вот это настроение, знаете, за 4 месяца, понравилось нам это или нет. Но я скажу, что судя по аспектам, ну эмоционально будет бить, конечно, коридор затмений сентябрьский, я тоже про него расскажу. Но в целом, чтобы вот вы сейчас прям так не переживали, ребят, нормально все будет, нормально. Скажем, и покруче, и очень гораздо по силе большей интенсивности аспекты мы с вами переживали, поэтому здесь, ну, события и события. Поэтому будьте готовы к этому, имейте наличку, имейте важные документы, потому что документы из моды не выйдут никогда. Поэтому будьте подстрахованы для того, чтобы быть, ну, чтобы вам было просто хорошо, спокойно. Вот как вы привыкли жить, так и все, так и нормально. Мы еще будем только стараться. И да, Уран войдет в финальный его день, когда он уже больше в Тельца не вернется и новый мир наступит. Вы же хотели задать этот вопрос, да? Когда наступит как раз-таки новая жизнь, уже прям все, на ближайшие 7-10 лет, это 26 апреля 2026 года. Уран войдет в знак Близнеца до 2033 года. Там еще он будет ерзать год-два. Поэтому вот такая история. Ну что, это Уран. 11 июля, ребят, у нас с вами на небе будет полнолуние.
11 июля. То есть, понимаете, да, с начала нового лунного цикла до полнолуния 11 июля, полнолуние у нас будет в Козероге. Не скажу, что день какой-то плохой, сложный. Обычно полнолуния в Козероге, они реально какие-то тяжелые. Здесь нет. Луна будет, я скажу вам, в таком в хорошем положении на кармических узлах, то есть это будет тот момент времени, который нам на самом деле нужно. И я не скажу, что как-то это будет отягощающий, нет. Наоборот, очень много гармоничных аспектов, поэтому мы здесь в принципе стабильно, мы нормально, идем дальше. Ну и следом, конечно же, у нас что? Одно из сложных, которое начинает в этот момент складываться, у нас всегда либо на новолуние, либо на полнолуние, плюс-минус день, всегда начинают подтягиваться аспекты. Здесь начинает у нас с этого полнолуния подтягиваться квадратура Венера-Марс, то есть это мужское и женское в нас начинает бушевать. То есть мы начинаем агрессировать, мы начинаем ворчать, мы начинаем портить отношения. Помните, да, говорила, что то, что в июне, если мы не разберемся, в июле будем дорабатывать. Это относится к водолеям и первой, и второй, и третьей декады. Будьте здесь аккуратны, что говорите, что делаете, как поступаете. Желательно поступать по карме, потому что этот аспект стоит четко, то есть Венера в квадратуре к кармическим узлам, то есть все наши действия в отношениях, связанные с финансами, связанные с деньгозарабатыванием, связанные с изменением нашей внешности, да, что Венера это и про внешность в том числе. По большей части здесь будут, конечно же, контакты, все, что мы говорим, все, что мы делаем в личных и в любовных отношениях. Здесь очень такая важная история, рационально мы себя ведем или нет, потому что Венера это будет в Близнецах, а Марс в Деве. То есть и Земля, и воздух. То есть мужчины будут более приземленные, женщинам захочется чего-то такого, вот такого, вот такого, но объяснить будет сложно. В итоге, если просто потусоваться и ни за что не отвечать, придет потом карма. Карма это результат наших прошлых действий. Поэтому вот здесь сейчас не творим вот дичь, чтобы там потом не разбираться, потому что вот на момент вот этот времени в июле Венера в квадратурах на кармических узлах. А это сложные аспекты, когда сложно держать себя в руках, но не невозможно. А нужно бы подержать себя в руках. Не придумать себе какую-нибудь там вот такую историю, чтобы потом ее не расхлебывать. Я про это. Поэтому здесь будьте аккуратны. И следом, конечно же, у нас после полнолуния очень интересный день, 13 июля. Сатурн идет в ретроградное движение. Не скажу, что какие-то сложные дела. Нет, Сатурн идет в ретроградное движение, распадается наконец-таки квадратура Юпитера с Сатурна. То есть здесь уже на подмогу к нам идут совершенно другие аспекты. Ребят, ну и да, забегая вперед, совсем скоро на днях у нас Меркурий уходит в ретроградное движение. Да, поэтому здесь, конечно же, Сатурн, когда уходит в ретроградное движение, он уходит на хороших аспектах, в секстиле с Ураном, в секстиле с Плутоном. Очень хорошие продуктивные аспекты. Напряжение у него даже с Юпитером распадается, поэтому здесь продуктивность, работа, четкая планомерность, доделываем в работе то, что не доделывали, исследуем своему плану, собрались покупать недвижимость, оформляем красиво, качественно, четко, собрались участвовать в каких-то творческих новых проектах, тоже это делаем, собрались переехать, делаем, продолжаем, не сомневаемся. Загвоздочки могут появиться с ретроградным Меркурием, и то, если вы это дело делаете первый раз, например, какой-то проект запускаете первый раз, да, и он у вас не получается, пытаетесь, например, не знаю, блог начать снимать на камеру, да, он у вас не получается. Начните вот, если это у вас какая-то там 5-10 попытка, ну начните на ретроградном Меркурии это делать. Ретроградный Меркурий это как раз-таки очень хорошее время для того, чтобы продавать то, что раньше не продавалось, начать говорить там, где раньше нас не понимали, то есть вы бесконечно в отношениях одну и ту же волынку, да, вот так, тема поднимается, но не решается. Ну так и заведите еще раз ретроградный Меркурий этот разговор. Правда, здесь ретроградный Меркурий у нас с 18 июля уходит ретроградным во Льве. То есть это когда мы прям ораторы, говорить мы будем красноречиво.
И такие же красноречивые ответы импульсивные получать, между прочим. Но ретро-Мерк у нас будет в квадратуре с Лилит. В квадратуре с Лилит это про страхи. То есть нами будут двигать страхи. Очень сильно, максимально будут вот эти страхи переживать сложно. Они будут задевать очень сложно водолеев второй декады. Водолеев первой и третьей декады не будут так задевать вот эти все переживания. У вас совершенно вы на других планетах сейчас едете, поэтому для вас эта история пока не актуальна. Водолеи третьей декады начнут со своими страхами работать осенью 2025 года. А сейчас пока на арене разбор полетов как раз таки у водолеев второй декады. Что я хочу, куда я хочу, зачем я хочу. Потому что, ребята, помним, что летом 2026 года кармические узлы перейдут как раз таки, кто смотрел видео «Большой кармический гороскоп» для водолеев, да, знаете, что летом 2026 года кармические узлы как раз северный перейдет в знак водолея. И там уже разбор полетов и задачи будут, ну, такие достаточно вау. Поэтому здесь нужно просто понимать, что надо бы ускориться с точки зрения получения каких-то результатов, дивидендов от своих действий в этой жизни, да, и понять, что вы хотите подняться на уровень выше. Но уровень выше всегда получает тот, кто обретает ответственность. Не получится подняться выше, зарабатывать больше денег без приобретения ответственности. Знаю, что ответственность для водолеев это такое неприятное слово, и вы хотите сказать: Женя, ну не надо вот про вот это, ну зачем? Ребят, ну вот так, не бывает все самое лучшее в этой жизни только с ответственностью. Количество денег в кошельке через ответственность. Чувствовать себя классным мужчиной тебе поможет, да, только женщина, перед которой ты ответственен, да. Почувствовать себя классной женщиной и мамой можно только когда ты в браке, у тебя дети. Если еще и самореализация, тогда ты вообще просто вау. И это настроение, которое вот, но это дает ответственность. Понимаете, хороший специалист тоже ценится количеством клиентов, и это тоже ответственность, можно ни за что не отвечать, но такая инфантильная позиция молодых водолеев, там 15-20 лет, вот это еще можно там все делать, да, а когда уже 30 плюс, уже хочется большего, и это нормальная история. Но не спорю, есть и водолеи 45 плюс, которые как в 20. Ну, не говорю про возраст 43-44, когда оппозиция Урана в натальной карте, когда все водолеи, кто не реализован до этого времени, просто берут, встают и выходят, и резко меняют свою жизнь. То есть пошли за хлебушком и не вернулись. Да? То есть это такой момент, когда человек понимает, что я в этой жизни-то вообще ничего не сделал, чего я хотел. Вопрос, а почему? Поэтому не доводите свою жизнь до таких резких обнулений, да, потому что сейчас у водолеев, ну, такие обнуления могут быть у водолеев третьей декады, да, в это лето, но ни в коем случае не у водолеев ни первой, ни второй декады. Для вас это момент яркого, активного и мощного роста. То есть у водолеев третьей декады здесь понятно, здесь Уран делает квадратуру к Солнцу, здесь понятно, что идут какие-то такие обнуления, изменения, но и то Уран своим действием, то есть этот аспект говорит о том, что вернись к себе, сделай как ты хочешь, почему ты не делаешь согласно своему Солнцу, да? Почему делаешь вопреки. Поэтому здесь история такая, знаете, подумать о себе, потому что кармические узлы начнут в следующее лето, они придут к водолеям третьей декады сначала. Кармические узлы – это то, что движется в обратном направлении. И сначала будет разбор полетов у водолеев третьей декады, поэтому, ребята, я за вас так говорю. И да, вот у нас ретроградный Меркурий с 18 июля до 11 августа. Ну и, конечно же, следом за этим интересным периодом у нас что? У нас, конечно же, следующее у нас... Ой, ребята, следующее у нас... Новолуние – это новолуние во Льве. Новолуние во Льве – это 24-го, да, 24-25, там в ночь 24-го вечером у нас новолуние во Льве. Но у нас Солнце и Луна будут в оппозиции с Плутоном, когда нас обстоятельства заставляют становиться сильнее. То есть даже если нам хочется расслабиться, обстоятельства нам говорят: соберись.
То есть вот такое будет у нас новолуние, новый лунный цикл. И скажу, что вот эти 2 недели с июля по август, еще и попадает здесь ретроградный Меркурий, конечно, он будет в четкой квадратуре с Лилит. Следом у нас еще точная квадратура Венеры и Марса, да, на кармических узлах. Конечно же, если мы действуем и двигаемся на таких мощных планетах, как Уран, Сатурн, Нептун и Плутон, то кто может такой силой руководить, действовать, да, распоряжаться, это очень хорошо. В обычных жизненных ситуациях будет тяжелее, да, поэтому здесь нужно находить в себе мудрость, нужно находить в себе силы, разбираться, разговаривать по любви, потому что вот у нас заканчивается июль, и мы перешагиваем в такой август, да, август 2025, скажу, что он по звездным настроениям будет уже последние дни июля собираться на небе оппозиция Марса с Сатурном, да, и с Нептуном. И все это будет в квадратурах с Венерой. То есть здесь такая история, мой профессионализм, мои эмоции, мужское, женское. То есть хочу я делать, не хочу я делать, как я хочу проявляться. Если это женщина, то выбор пути развития. То есть если это мужчина, это могут быть проблемы в отношениях. И здесь, ребята, конечно же, я всегда за то, чтобы мы разговаривали, потому что если мы замалчиваем все свои обиды, переживания, то здесь, конечно же, тяжело, да, то есть и эта тяжесть, она, конечно же, может нас раздавливать. Ну и что? У нас заканчивается вот этот аспект. Конечно, здесь Венера, которая находится в квадратуре с Нептуном и Сатурном, здесь будет нам казаться, что нас не любят, да. Захочется, конечно же, на эмоциях Марса сделать резкие движения, но вот Венера в квадратуре с Сатурном будет нас держать от этого, да, от какой-то такой необоснованности действий. Но при этом Венера же еще будет в квадратуре с Нептуном, когда эмоции будут вот нас накрывать, да, поэтому, ребят, здесь будьте ответственны за свои чувства, понимаете, что вы говорите, что вы делаете, и, естественно, чувство ответственности будет заземлять от каких-то таких резких движений. Но я не скажу, что это продлится вот так вот очень долго, сложно и нестабильно, что как-то я вот начну говорить, что, ребята, все тяжело, все плохо. Да нет, у нас 9 августа полнолуние в Водолее, конечно же, когда вот этот вот пик эмоций придет. И вот здесь, конечно же, вот в этом августовском полнолуние будет как раз-таки понятно, кто с чем сюда пришел, кто вот все лето понимал, разбирался в своих эмоциях, в своих действиях, почему эмоции накрывают, почему мы в работе идем вперед, почему нет, почему мы вот этот масштаб движемся вперед или нет, почему разрушаются определенные сферы жизни у водолеев третьей декады, и почему не идет построение новой жизни у водолеев первой декады, водолеи второй декады, почему происходит вот этот тормоз, нежелание идти вперед, да, где оно, не дающее двигаться дальше. Ну и, конечно же, здесь вот в это полнолуние будут такие осознания, плюсом у нас еще парочку дней будет ретроградный Меркурий до 11 августа. И я, знаете, так скажу, что зафиналит ретроградный Меркурий у нас, конечно же, в оппозиции с Плутоном. Нормальная история, которая все-таки вытянет эмоции наружу. При этом скажу, что у нас вот с этого полнолуния складывается очень хороший момент, закладывается такая возможность приятных, стабильных, гармоничных отношений. Если, конечно же, вы выходите как раз-таки на ту стадию коммуникации, когда вы договариваетесь, растете, раскрываете друг другу душу. Здесь у нас Венера в соединении с Юпитером. Это потрясающий, шикарный и роскошный аспект для любовных отношений, для свиданий, для построения новых планов, для совместных поездок, отдыха, вкладываться в хорошие вещи, покупки, вкладываться еще и в недвижимость в том числе, потому что здесь еще и
Марс в оппозиции с Сатурном, да, и Сатурн очень хорошо идет здесь, Уран держит, вот здесь хорошие большие такие покупки, покупка машины, квартиры, даже можно сказать такие немножечко эмоциональные покупки, да, но здесь постарайтесь четко понять, потому что Сатурн вот здесь как раз таки вот он держит и дает ту самую ответственность, здесь нужны хорошие просчеты, понимание, зачем вам это нужно, если хочется сделать что-то из чувства хайпа, то понимаете, у нас вот на эти 2 недели с 9 августа по 23 августа у нас будет Юпитер в соединении с Венерой и в трине с Лилит. Это аспект, когда мы, я бы так сказала, свои амбиции проверяем. Но проверки эти будут не такие фатальные, как, например, на квадратурах. Они будут такие достаточно адекватные, понятные, да. Но здесь не уходите в гордыню, здесь не уходите в хвастовство. Как только будете уходить вот в перебор эмоций Юпитера, будет получаться криво. Не уходите в хайп, да. Старайтесь быть более традиционной, потому что все-таки Юпитер у нас на этот момент в раке. Это абсолютно традиционный знак и кардинальный. Когда мы начинаем творить дичь, кардинальные какие-то такие вещи нас ставят на место. Поэтому здесь с уважением относитесь к себе, к своим выборам, к своим действиям. И тогда ближайшие 2 недели августа пройдут очень хорошо. Как я уже сказала, любовь, поездки, путешествия, отдых. И это хороший момент такой перезагрузки, потому что если, ребята, мы пойдем дальше, у нас 23 августа, хочется сказать, вот и лето прошло, у нас новый лунный цикл начинается в Деве, на этот момент Солнце в квадратуре с Ураном, когда нам хочется выйти за грани, освободиться, не иметь ответственности и тому подобное. Я уже про это много говорила, не буду повторяться, но все же постарайтесь это реализовать в работу, потому что, ребята, у нас с конца июля на небе потрясающая такая конфигурация, Плутон в трине с Ураном, и Уран с Плутоном, в свою очередь, в секстилях с Сатурном и Нептуном. Несмотря на то, что в ретроградном движении Нептун с Сатурном, да, все-таки эта конфигурация у нас будет сохраняться почти до конца 2025 года. Это очень хорошая конфигурация на деньги. И она задевает очень хорошо водолеев и первой, и третьей декады, ребят. Поэтому здесь скажу вам так. Очень важно не упустить вот этот свой шанс, вот этот момент аспектов и идти вперед, для того, чтобы не тратить время на выяснение отношений, кто в любви прав, кто не виноват, кто меня обидел, кто меня недопонял. Но просто разговаривайте со своей второй половинкой, раскрывайтесь, и будет хорошо. Да, будет страшно, но Меркурий же по-прежнему в квадратуре с Лилит, поэтому чем больше говорите, тем больше страхов выходит на поверхность. Ну и менее импульсивнее, пожалуйста, потому что начинает у нас очень сильно работать квадратура на Марса с Юпитером. Это когда мы очень сильно хвастаемся. Ну, наверное, отпуск пройдет очень хорошо, и тогда как раз вот это настроение хвастовства выйдет. Не надо так, не надо. Лучше возьмитесь за какую-нибудь амбициозную работу, закатите рукава и начните нормально идти вперед, продвигаться в своем социальном статусе. Ну да, ребят, и дальше у нас, конечно же, не может на этой истории не сложиться оппозиция Венера с Плутоном, и она у нас к концу августа благоприятно складывается с 26 августа, и недельку, 10 дней четко на нас влияет. Вот у нас и сентябрь, здесь, конечно, забрать, отжать свое, вырвать любой силой, любой ценой, постарайтесь быть аккуратными, дипломатичными, да, потому что с 1 сентября у нас Сатурн в ретроградном движении возвращается в Рыбы, 6 сентября у нас Уран уходит в ретроградное движение, начинает двигаться в сторону Тельца из Близнецов, и 7 сентября, ребят, внимание, у нас начинается коридор затмений у всех. Коридор затмений 7 сентября начинается у нас полнолуние в Рыбах. Полнолуние в Рыбах, эмоциональное будет полнолуние, когда будет коммуникация вроде бы четкая, потому что Солнце будет в соединении с
с Меркурием, но все же Луна у нас будет до полнолуния у нас Луна будет проходить вот этот день квадратуру с Ураном, когда нам захочется все новое, все поменять, все надоело, мы устали, да, но это все-таки еще не те эмоции, да. Коридор затмений, не скажу, что очень сильно по злому повлияет на водолеев, просто будет коридор затмений, но вы будете, ребята, это чувствовать. Начнется он 7 сентября, закончится 21 сентября. Забегаю вперед. На момент движения планет у нас, конечно, будет напряженный сентябрь, напряженный. Все это будет связано с коммуникацией, наши движения, наши подсчеты, расчеты в жизни, наша ответственность, наши эмоции, связаны наше будущее, наш бизнес, деньги. То есть здесь на момент этого коридора затмения, всем водолеям сейчас говорю, у нас складывается большая мощная конфигурация на небе, да, которая заставляет нас зарабатывать больше, пробиваться вперед, идти активно в свое будущее, да, новыми креативными проектами, вокруг себя собирать очень нужных, важных людей, единомышленников, с которыми максимально понятно. И я скажу, что эта конфигурация будет работать до конца 2025 года. Влиять будет потрясающе, очень сильно на водолеев первой декады, движение вперед, то есть вы будете, как знаете, в такой мощной волне, да, но в коридор затмения это будет такая эмоциональная волна, поэтому стабилизируйтесь, старайтесь отдыхать. Если вы понимаете, что вы в потоке вот этой информации и движений не успеваете, вас может накрыть, да, то есть не потеряйте себя. Водолеи второй декады заканчивается в этот коридор затмений прохождения Лилит второй декады Скорпиона, уходит вот эта война, работа со страхами, уходит, ребят, здесь становится полегче, поэтому можно будет расслабиться, но максимально дойдете вот эти вот все страхи свои, пройдете, конечно, в коридор затмения, поэтому он будет для вас эмоциональный, самый, наверное, эмоциональный для всех водолеев. Ну и водолеи третьей декады, ребят, ну что хочу сказать, здесь, конечно же, Уран еще не вернулся в Тельца, но будете чувствовать, как будто что-то грядет. Это финальная петля Урана. Если вы предыдущую проверку в прошлом году, как сложилась ваша осень в прошлом году, осень и зима 2024-2025 года, как она у вас прошла? Вот если вы там все уроки прошли, да, и в весну 25-го вошли совершенно по-новому, да, то есть все то, что изменилось в вашей жизни, вас устраивает, и вы к этому относитесь спокойно, тогда вас сейчас вот это возвращение Урана не будет сильно волновать, вы просто будете брать ресурсы Урана и внедрять их в свою жизнь, да, то есть, а если вы там не доделали в то время, то здесь, конечно, эмоциональный будет подход, да, но постарайтесь максимально завершить эти дела, чтобы больше вас это не волновало. Тогда будет все идти хорошо. Это всего лишь события, нет никаких ситуаций, которые бы мы не смогли решить, никакие задачи. Поэтому вот такая история, ребята, у нас вот такой гороскоп у нас на это лето. Скажите же, лето новой жизни, да, у каждого по-своему, совершенно разные настроения, движение вперед, но однозначно, если у вас есть планы, я всегда за то, чтобы вы строили большой, мощный и амбициозный, ну, потому что просишь много, даже если получаешь чуть-чуть, все равно приятно, а если просто это время прогулять, протусоваться, ну, получится, но вот это вот влияние аспектов классное, нацеленное и бьющее в одну точку, да, ваших действий для получения результата, это самое важное и ценное, потому что основной наш ресурс – это не деньги. Самый главный ресурс, который никогда мы не восполним, это время. И я здесь для того, чтобы рассказать вам, что время имеет свои рамки. И в эти рамки, если мы укладываемся, тогда мы получаем вот эту самую, когда вы пишете: Женя, ну когда повезет? Так вот, говорю, когда везет. Поэтому очень хорошее лето обещает быть у водолеев всех декад. У каждого по-своему продуктивное. Не бойтесь своих эмоций, своих чувств. Постарайтесь говорить об этом близких. Ну а я отвечу на ваши вопросы, если они у вас будут. Оставляйте их в комментариях. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивных результатов в личной и профессиональной жизни. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.